Привет, друзья! Обед прошел, поэтому можем с вами обновить новости последнего часа. Сегодня в Германии происходит несколько важных событий. Канцлер Фридрих Мерц празднует 70-летие, и это не просто день рождения. Его позиция обсуждается в контексте последних опросов, о результатах которых я рассказывал в последних видео. Кто сможет занять место лидера, если избиратели захотят перемен? Одновременно Европа обсуждает важное решение по минимальной зарплате. Оно меняет правила для всех стран Европейского Союза и открывает новые возможности для немецких компаний и работников. На востоке Германии компания Rolls-Royce готовится к масштабным инвестициям. Новые мощности, новые рабочие места и технологии, которые могут изменить промышленность всего региона. И это еще не все. Правительство пересматривает поддержку перехода на экологическое отопление, открывает железнодорожный рынок для иностранных компаний и запускает стратегию под названием «Повестка 2030», которая влияет на жизнь каждого гражданина. Про все эти события расскажу прямо сейчас, буквально за несколько минут. Итак, в Германии сегодня празднуют день рождения канцлера Фридриха Мерца. Напомню, ему исполнилось 70 лет. Несмотря на возраст, Мерц остается активным политиком и продолжает руководить страной. Сам он говорит, что день начался как обычно, с работы и встреч, но вечером все-таки состоится небольшой праздник. Для канцлера в Берлине организуют прием в Бундестаге, приглашены около 300 гостей, министры, депутаты и руководители федеральных земель. На празднике будут и близкие Мерца, жена, дети и внуки. Это особенный день. Мерц стал первым канцлером со времен Конрада Аденауэра, который отметил 70-летие, находясь на посту главы правительства. По сообщениям немецких СМИ, бывшая канцлер Ангела Меркель отправила Мерцу личное поздравление, открытку с пожеланиями. Несмотря на политические разногласия, этот жест показал уважение и преемственность поколений в немецкой политике. Для Фридриха Мерца этот юбилей стал не только личным событием, но и напоминанием о его роли в современной Германии. Следующая новость – значимое событие для всей Европы. В Европе вынесено важное решение по спору о минимальной зарплате. Напомню, Дания обратилась в Европейский суд справедливости, утверждая, что правила Европейского Союза о введении минимальной оплаты труда выходят за рамки полномочий Союза. В стране считают, что размер зарплат должен определять каждый член Европейского Союза самостоятельно. Суд частично поддержал Данию, он отметил некоторые положения директивы ЕС о минимальной зарплате, подтвердив, что Евросоюз не может требовать от стран устанавливать конкретные цифры оплаты. Это решение дает странам больше свободы в вопросах зарплат, особенно тем, где уровень оплаты регулируется коллективными договорами, а не государством. В Германии и других странах это решение воспринимается как сигнал. Правительства могут сами решать, каким образом устанавливать минимальные зарплаты, не подчиняясь строгим указаниям Европейского Союза. В то же время суд отметил, что сама идея улучшать условия труда и бороться с низкой оплатой остается допустимой, если не навязывать конкретные суммы. Страны Европейского Союза получили больше возможностей сохранить национальные правила и одновременно учитывать интересы работников, оставаясь в рамках европейского законодательства. Следующая новость необычная в последнее время для промышленности Германии. В Бранденбурге на востоке Германии завод компании Rolls-Royce готовится к крупному расширению. На предприятии работают около 2500 человек, и теперь здесь построят новые производственные и сервисные площади. Там будут ремонтировать и обслуживать авиационные двигатели, а также выпускать детали для бизнес-самолетов. Особое внимание уделяется двигателям модели Trent 1000, которая сейчас особенно востребована в гражданской авиации. Кроме того, планируется подготовка к производству новых поколений авиационных двигателей. Правительство земли Бранденбург поддерживает эти инвестиции и обещает создать для завода благоприятные условия работы. Уже в 2025 году на расширение производства будет потрачено, внимание, около 35 миллионов евро. Для региона это важное событие. Новые рабочие места, современные технологии и развитие аэрокосмической промышленности делают Бранденбург одним из центров авиационной индустрии Германии. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии готовятся изменить правила государственной поддержки замены, внимания, старых систем отопления на более экологичные. Министр экономики страны заявил, что субсидии нужно сделать более точными и убрать неправильные стимулы. Сейчас владельцы домов, напомню, могут получать до
с 70% возврата затрат на новое отопление, включая базовую выплату и бонусы. Максимальная поддержка достигает около 21 тысячи евро. Но, по словам министра, программы помощи должны быть справедливыми. Те, кто действительно нуждается в поддержке, должны ее получать. А те, кто может позволить себе замену без помощи государства, нет. Особое внимание уделяется тому, чтобы деньги шли на реально эффективные меры по энергоснабжению. Если старая система отопления еще работает и потребляет умеренное количество энергии, субсидии могут быть уменьшены или предоставлены в меньшем объеме. Для жителей Германии это значит, государство переходит от массовой помощи к взвешенной поддержке, где главная цель – экономия энергии и справедливое распределение средств. Те, кому помощь действительно нужна, ее получат, остальные должны сами оплачивать замену отопления. И это только начало. В Германии партия «Альтернатива для Германии» обновляет стратегию. Лидер партии Алис Вайдель сообщила, что партия намерена расширить контакты с Соединенными Штатами и изучить опыт американских политиков. Партия пригласила в Германию американских экспертов, чтобы обменяться опытом ведения политической кампании и работы с избирателями. Главная цель – перенять успешные методы общения с людьми и лучше доносить свои идеи до граждан. Представители АДГ «Альтернатива для Германии» отмечают, что Германия должна развивать внешние связи и рассматривать возможность взаимодействия не только в рамках Европейского Союза. США рассматривается как один из партнеров для обмена опытом. Эксперты уже отмечают, это серьезная перемена для партии. Ранее «Альтернатива для Германии» сосредотачивалась на внутренней критике европейских институтов. Теперь же она выходит на международную арену, ищет новые возможности влияния и стремится укрепить свои позиции внутри страны. А дальше еще интереснее. В Германии на рынке международных железнодорожных перевозок происходят важные изменения. До сих пор компания Deutsche Bahn практически полностью контролировала дальние пассажирские рейсы, но теперь немецкие власти открывают рынок для конкуренции. В частности, компания из Италии, известная своими высокоскоростными поездами, планирует выйти на немецкий рынок. Это значит, что пассажиры смогут выбирать между Deutsche Bahn и новым оператором, получать больше маршрутов и, возможно, снижение цены на билеты. Представители немецкого министерства транспорта действительно подтвердили, что поддерживают доступ иностранных компаний к немецким железнодорожным путям, чтобы создать конкуренцию и сделать поездки более удобными для пассажиров. Для Deutsche Bahn это значительный вызов. Компании предстоит развивать качество обслуживания, предлагать новые услуги и адаптироваться к конкуренции как с другими немецкими, так и с иностранными перевозчиками. Эксперты отмечают, что это важный шаг для всей транспортной системы Германии. Новые правила и новые компании делают рынок более открытым, повышают выбор для нас с вами, пассажиров, и стимулируют инновации в железнодорожной отрасли. А следующая новость от одного из первых лиц в политике Германии. Министр экономики Германии Катарина Райхи объявила о перестройке экономики страны. В своей принципиальной речи в Берлине она отметила, что Германия сталкивается с серьезными структурными вызовами на пути к международному лидерству. По ее словам, сейчас требуется повестка 2030. Это программа развития и конкурентоспособности, в рамках которой государство сосредоточится на приоритетах безопасности, инфраструктуре и образовании. Все остальное, например, субсидии, льготы, пересматривается. Райхи призвала сократить регулирование, дать больше свободы бизнесу и исправить ошибки прошлого, рост числа государственных программ поддержки, которые, по ее словам, создавали менее эффективные стимулы. Все это должно смениться на ориентацию на рынок, на конкуренцию и на свободу предприятий. Эта новая экономическая стратегия сигнализирует, Германия меняет подход от активного вмешательства государства к более легкой конкурентной модели. И от этого зависит не только успех самих предприятий, но и уровень жизни каждого гражданина. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.